И начнем с легенды. Легенда, наша легенда, то есть что мы здесь делаем на частной территории. Это было графское имение, все, что осталось от графских развалин. Посмотрим, что там есть. Здесь вот на этих стенах висели зеркала. Они были разбиты, они были обтянуты паутиной. Это было реально жутко. Во Франции более 3000 замков, и большинство из них заброшены. Но нам удалось найти один, который является одним из самых крупных замков в Провансе. И это он. Раньше он тоже был заброшен, но сейчас уже полностью восстановлен. Более того, нам удалось найти контакт владельца, и он пригласил нас к себе в гости. Прямо сейчас мы зайдем прямо вовнутрь, узнаем, что за замок, в котором сразу 120 комнат. Но самое главное, что это за человек, что у него в голове и сколько нужно денег, чтобы управлять таким дворцом. Привет, привет. Я Павел. Можно прикрепить вам микрофон? Конечно. Вы здесь живете? Да. Надо же, один человек живет в таком огромном доме. Дом, конечно, большой. Но у королевы Елизаветы домик попросторнее. Какая огромная собака. Какая это порода? Это моя любимица, Акита. Она здесь все охраняет и защищает. Hello. Ты не будешь меня кушать? Ой, какой здоровый охранник. У замков должен быть охранник, да? О, как же, какой ты здоровый. Вау. Идея состоит в том, что мы совершим тур по этому владению, по его части. Весь дом не успеем осмотреть, это заняло бы пару дней. А потом мы поговорим о его истории. Честно говоря, признаюсь, мне важнее поговорить о вас. Потому что надо быть немного сумасшедшим, чтобы купить такой дом. Слово «немного» здесь лишнее. Надо быть абсолютно сумасшедшим. Я вынужден задать этот вопрос, потому что люди жаждут узнать, сколько денег мне было бы нужно иметь, чтобы купить такой дом. Ты можешь его купить. Его цена — 18 миллионов евро. Плюс 2,5 миллиона за мебель. Так что получается 20,5. Сейчас посмотрю, сколько у меня. Этого точно хватит. И начнем с легенды. Легенда, наша легенда, то есть что мы здесь делаем на частной территории. Вся территория, там лес, поля, дороги, леса, это все принадлежит во Франции кому-то конкретному персонажу. И мы, конечно, как здесь оказались, я не знаю. Наверное, наша кошка убежала, и вот нам надо сейчас ее будет найти. По крайней мере, это наш официальный отмаз. Не знаю, на случай того, что сейчас тут из-под земли выпрыгнет, не знаю, хозяин или правоохранительные органы, и мы должны объяснить, что мы здесь делаем. Мы снимали кошку, она убежала, и вот мы сейчас ее преследуем. Я не знаю, как это называется, это место. Я знаю, что здесь жили люди. Это было графское имение, принадлежащее большой известной французской фамилии. Я так понимаю, что это не центральный вход, это вход тыльный, с тыльной стороны. Все, что осталось от графских развалин. Посмотрим, что там есть. Сейчас мы увидим, что тут все сгорело при непонятных обстоятельствах. Когда был некоторое время назад я, это было несколько лет назад, может быть, 10-15 лет назад я здесь был, здесь все напоминало, как из сказки, заходишь в дом, и там, где жизнь остановилась. Здесь вот на этих стенах висели зеркала. Сейчас
Они были разбиты, они были обтянуты паутиной, и это было реально жутко. Вот сейчас тут обгорело, это другое состояние. Тут уже не напоминает замок, это напоминает, конечно, пожарище. Но все равно попробуем посмотреть, что от центрального входа у нас там есть. Вот это был вход. Это был вход, его, естественно, замуровали. Для чего замуровали? Там, видимо, еще что-то оставалось, что сохранить. Но это разве поможет? Берешь кувалду, выбиваешь, и вот он тоже зашел. Я видел лично видел, как какое-то время назад останавливался цыганский табор, и отсюда выносили в течение нескольких дней, не знаю что, выносили там как муравьи. Шли, несли, вывозили. Что вывезли, никто не знаем. Но, по крайней мере, понятно было, что добра было тут предостаточно. Если я куплю этот дом, сколько надо будет платить в месяц или в год за электричество, воду и так далее? За все вместе 10 тысяч евро в месяц. Дешевле, чем содержать яхту. Точно. Зайдем? Это ведь самый большой дом в Провансе. Да. Ёшкин кот. Похоже, здесь водится привидение. И не одно. Их целая армия. Замку больше 1000 лет. А вы сами призраков видели? Видеть не видел, но с одним встречался. Вы шутите? Вовсе нет. Естественно, что дом полон голосами людей, которые здесь жили столько лет. А как бы нам пообщаться с призраком, вызвать кого-нибудь? Это так не делается. Они должны к вам привыкнуть. Нужно время. И сколько лет этому замку? 1000. Конечно, он был полностью перестроен в XVIII веке. Потому что тогдашний владелец, маркиз, хотел теснее сблизиться с аристократией Экс-Ан-Прованса. А до Экса в те времена ехать было не час, а целый день. То есть, если вы устраивали бал, гостей надо было принимать с ночевкой. Поэтому он сделал пристройку, в которой было 120 комнат, чтобы гостям было удобно. Привет. Привет, Я Паша. Анна-Мари. О, так вот элегантненько. Честно. Так, ну сразу. Это ваш замок. Не весь. Хотя я его люблю как свой собственный, но только часть. Половиночка так, да? Почти половиночка. Половиночка первого этажа. А как так можно купить кусок замка? Ну, сейчас возможно все. Сейчас во Франции, во-первых, нет аристократов, поэтому иметь свой собственный замок – это практически невозможно. Ну, возможно, конечно, но это нужно быть или очень богатому человеку, да, как мы говорим, там какой-нибудь английский Рокфеллер или какой-нибудь русский бизнесмен, или Алла Пугачева. Но в принципе, иметь свой замок – это не роскошь во Франции. Но вот если я сейчас вдруг захочу весь этот замок купить, сколько мне надо денег? Ну, в этом мире, вы знаете, нету сколько. Ну, это примерно. как найдешь. Ну, примерно. Ну, если вы захотите завтра купить себе такой замок, Да. 1,5 часа езды от Парижа, я вам его найду за 1 000 000 евро.
Ну, это не так дорого. Это совсем недорого. Эта квартира, ну, я не была, конечно, в России, не знаю, я из Латвии. Да. Но я думаю, что в Латвии у нас на Домской площади квартиры стоят больше. Ну, это не... Подождите, ну как вам вообще пришло в голову купить кусок замка? Зачем это нужно? Сейчас скажу. Богатый как хочет, бедный как может. Я позволить могу себе только кусок замка. Так. Не, ну а зачем? Какое применение? Вы живете там? Ну да, это как бы пока это моя дача, потому что мы находимся час езды от Парижа. Для меня это немножко далековато. Я не так люблю ездить на машине, езжу только 60 километров в час, поэтому я сюда приезжаю, как только у меня есть минутка свободного времени. Подождите, вы купили кусок замка для того, чтобы ездить как на дачу? Конечно. И что, огурчики зачем? там, помидорчики можно? Нет, бокал вина, музыка, свечи. Можно и огурчики, конечно. Офигеть. Ну, я думаю, что я вам сейчас покажу, для чего. Можно зайти будет вовнутрь? Конечно. Ой, все, пойдемте. Как вам пришло в голову купить этот замок? Мы его купили почти 20 лет назад, когда замок буквально стоял в руинах. И когда мы впервые сюда приехали, шел проливной дождь. И представьте себе, на этой лестнице был натуральный водопад. Крыша протекала, точнее вообще отсутствовала. И по ступеням неслись потоки воды. Обратите внимание, это герб семейства Форба, которому принадлежал этот замок. Именно благодаря родоначальнику этой семьи Прованс вошел в состав Франции. Поэтому он так разбогател. Король Франции, став благодаря ему герцогом Прованса, дал ему в награду несколько замков и еще много других богатств. А сколько здесь этажей? 5. А какая площадь? Во всем замке 5000 квадратных метров. 120 комнат. Сюда, пожалуйста. Только представьте себе, 20 лет назад мы здесь могли любоваться небом над головой. Над нами 3 этажа, но отсюда небо было видно. А здесь росло дерево вот такой высоты. Я не знаю, что тут осталось. Пошли поищем вход. Туда уже не пройти. Все лестницы уничтожены. Вот это были залы. Я, когда первый раз сюда зашел, были в зеркалах. Это было жуть. Все напоминало, не знаю, спящую красавицу. Разбитые зеркала, застывшие люди, были картины, были фрески. Вот это, что там? Уже от этого ничего не осталось. Посмотрим лестницу. Здесь, похоже, был тогда вход. А ну. От входа ничего нам не осталось. В этом доме 40 комнат. Вот плитка, кстати, известных мастеров. Одну лестницу нашли. Идем, посмотрим, что здесь есть. Вообще, конечно, ходить опасно. Были окна. Лично помню, как здесь открываешь, и ты видишь фрагменты паркета. Дубовый паркет, посмотрите. Раньше обои могли себе поклеить только богатые люди, очень богатые люди. Обшивка деревом была. Только себе богатые и сейчас могут позволить богатые люди сделать. Всегда меня мучил вопрос, почему этот дом заброшен? Почему другие дома заброшены? И ответ простой. Наследники не могут поделить наследство. И братья преследуют братьев, сестер. И вот что остается. Из-за того, что люди не смогли поделиться, разобраться и сохранить то, что кто-то для них оставил в подарок, в наследство. Все, потом превращается все в труху. Человеческая жадность.
Ох ты ж, ничего себе. Это что, каждая... Every room Все is, комнаты different разные? rooms? Конечно. Каждая комната не похожа на другие. Это бюст очень известного человека. Это корсар Клод де Фабр, знаменитый мореплаватель эпохи Людовика XIV. Он отличался поразительной жестокостью. Про него говорили, что в море лучше напороться на риф, чем на его корабль. Если кто-то попадался его команде в море, он обязательно захватывал все, что было на корабле, а экипаж брал в плен, либо убивал. И он был на службе у короля. 80% награбленного он отдавал королю в казну, а 20% оставлял себе. И сколотил гигантское состояние. Сколько часов было затрачено на реставрацию всего замка? Реставрация — перманентный процесс. Ее невозможно закончить. А к настоящему моменту мы затратили 20 лет. Но, как я сказал, здесь были развалины. А сколько денег было потрачено на реставрацию? Приблизительно та сумма, за которую он теперь продается. Так что я, по сути, ничего на продаже не заработаю. Так каждая комната как музей. Вау, медведь. Я его не убивал. Гобелены для этой комнаты мне удалось приобрести у прежних владельцев этого замка. Когда семья Форба продала этот замок в 1985 году, они вывезли всю мебель, но оставили за собой все земли вокруг замка. Они переехали в дома, расположенные на территории своего поместья, поставили туда свою мебель, а гобелены повесить там не смогли, потому что потолки в комнатах были недостаточно высокие. И они продали их мне. А выкупив гобелены, я повесил их на прежние места. И, разумеется, я продаю дом вместе со всей мебелью, потому что считаю, что мебель принадлежит этому дому и должна в нем оставаться. Предположим, вы продали этот замок. А каков будет ваш следующий шаг? Я уже приобрел другой замок, который буду реставрировать. Кстати, это уже второй замок, который я восстановил. Я восстановил еще один замок, в котором живу до сих пор. Он находится в центральной части Франции. Как вам только хватает терпения на эту работу? Это моя страсть. Что произошло в вашей жизни, что заставило вас заняться этим делом? Я всегда любил исторические места. И когда первый замок выставили на продажу, я уже ориентировался в этом вопросе, и мне удалось взяться за реставрацию. Тот проект был точно такой же по масштабам, как и этот. Когда мы впервые приехали в тот первый замок, он был в таком состоянии, что я чуть не заплакал. Я прямо-таки слышал, как он молит людей о помощи. Мы там провели целый день, рассматривая, что там было. Мы перетаскивали оставшиеся вещи, чтобы они хотя бы стояли под крышей и дальше не портились. И, уходя, мы сказали, конечно, он ничего не стоит. Он нам обойдется недорого, потому что в нем ничего нет. Теперь он, конечно, выглядит по-другому. Так, смотрите, а вот это еще один замок? Вот это, да? Ну, во-первых, лучше давайте его посмотрим. Надо подойти прямо Вот отсюда? да, к водичке, потому что уже зелень пышная закрывает его, да? Красота. И это тоже кто-то, чья-то дача? Это фактически, да, это тоже чья-то дача. Это дача преподавателя французского языка из университета Сорбонны. Старенький дядечка, он там не живет вообще, приезжает очень-очень редко. И фактически замок, который мы видим, это часть, построенная в XVI веке из камней вот этого старинного, очень стратегически важного в XII веке замка, который называется Сантин. Переводится как «святыня». Ну, как церковь такая небольшая, да? Ну, это не церковь, это замок. Церковь здесь рядом есть своя. Еще и церковь. Да. Ну, хорошо, давайте сразу. Экскурс в цены. А вот такой сколько купить примерно?
Друзья, поскольку вы пишете в комментариях, что вам нравится то, что мы делаем, нравится наш контент, хотя, конечно, не все, некоторые ругают, но тоже нормально бывает. Так вот, поскольку мы снимаем travel, ездим, путешествуем, то вообще-то вы должны знать, что это сделать нелегко. Нужно организовать перелеты, проживание, пропитание, операторы, меня привезти. Всем все это заранее нужно со всеми договориться. Работа большая, поэтому напишите в комментариях, как вы благодарите нашу команду, потому что они будут видеть, что вы цените труд всех. А то пишешь, что Паша молодец, что Паша, я вот столько вопросов задаю, а все остальное делают умные люди. Так вот, и каждый раз, когда мы приезжаем в какую-то страну, нам нужно где-то жить, потому что это все стоит очень недешево. Но в каждой стране появляются люди, которые нас выручают. Да? Ну, куда вас девать? Спасибо тебе за это большое. И так вот. И такие люди занимаются не только благотворительностью, но и делают еще прекрасные проекты. Ты вот что, например, делаешь? Я занимаюсь недвижимостью уже достаточно много лет. Вместе со своей командой подбираю элитные объекты недвижимости в Париже и округах. То есть если люди хотят купить дорогую элитную недвижимость в Париже, например, Да. то это к тебе. Только ко мне. Супер. Ну, ссылочку мы, конечно, оставим. Заходите, посмотрите, напишите, и можете обратиться, если вам нужна дорогая, крутая недвижимость. Это никакая не реклама. Сразу вам говорю, а то пишите, у вас реклама. Это не реклама. Это благодарность за то, что люди нас поддерживают и помогают. Поэтому, если в вашей стране вы тоже хотите нас поддержать, напишите нам. Мы всегда будем только рады с вами дружить и, может быть, познакомимся. Продолжаем просмотр. А за сколько вы могли бы купить Мону Лизу? Мону Лизу можно только подарить. Да? Я вам говорю, Всё 1 000 000 евро, я понял. Не все в этой жизни измеряется деньгами. Да? Это можно, господи, да можно пожениться, выйти замуж за этого дядечку, если кто-то очень хочет, и получить наследство. Ну, вы понимаете, я мужчина, у меня не получится. Дело в том, что купить это не так легко, потому что этого очень мало. То есть этого осталось очень мало. Да ладно. Да, то Подождите, есть, ну я слышал, что куча замков во Франции вообще заброшены. заброшенных, да, но их не всех можно купить, потому что у них у многих они просто не продаются. Да? То есть купить можно только то, что или продается, или нужно действительно как-то разыскать. Вот как я, например, я за этим, за мчушечкой, я за ним следила, потому что он мне был важен как напоминание об истории моей семьи, скажем, да, моего рода. Поэтому я как рыбак, я рыбак, я люблю рыбачить, я сижу здесь, просто сижу, пока 3-килограммный карп раз в году мне попадется. Так Вы и правда замки. здесь ловите рыбу? Да. Я нет, но дети мои, да, они сейчас собираются. Мужковую помою, да? Вообще-то не очень можно, потому что карпы им уже по 100 лет, и кушать их тоже не очень аппетитно, но сам принцип, да, когда, представьте, удочка карп или русалка, еще непонятно что. Хорошо. Пойдемте на экскурсию вовнутрь. Очень интересно все это дело. Пойдемте. И, кстати, я видел, как горел этот дом. Это было не так давно, было 2 пожара. Около 10 лет назад здесь горело ни с того ни с сего, все очень мощно. Было куча пожарных, которые тушили, ломали, не спасали. Этот дом просто погибал, убивали они этот дом. Его уже не восстановить. Нету таких ни средств, ни сил, ни власти, ни у кого восстановить этот дом. Я этот дом первый раз увидел в 2001 году. И он был в приличном состоянии. Такие здания можно купить было за евро. За 1 евро, но с обязательным условием восстановления. На тот момент его еще можно было думать о восстановлении, потому что была целая крыша. Сейчас, после того, как крыша разобрана, уже по закону ты не можешь восстановить его. И все, этот дом надо переконструировать. Соответственно, он уже уйдет под снос. Смотрите, я обратил внимание на эту стену, что она не отштукатурена. Все стены, обратите внимание, отштукатурены, а здесь размуровано. И здесь 100% был клад. То есть те, которые искали, видимо, прозвонили, и надо было отбить. И там обычно в стене, видите, тут как бы ровный кусок. То есть здесь была закладка. И за штукатуркой, не этот камень был, конечно, другой, и за штукатуркой замурованной находился тайник. И,
Нет, ничего. Блин, извините. Вот, а так 100% здесь была коробочка, в которой что-то было. Может быть, это было монеты просто, а может быть, было что-то поинтереснее. Всегда в таких домах тайники делались надолго, потому что дома грабили часто. То война, постоянные войны, постоянно там эти хозяева прячут от прислуги, банкам тоже не доверяли. Вот поэтому прятали здесь, прятали в саду, прятали эти. И вот эти кладоискатели, конечно, всегда ходят, там прозванивают. Но тут уж, я думаю, все, что можно, нашли было. Я, скорее всего, это не одна. В доме обычно по 10-15 таких тайников. Вот я на один находил такой, но он там был пустой. Там была всего одна монета. Видимо, оставил. Говорят, последний даже вор не берет. И вот оставили одну монету, она была, это медная, 5 франков. Вот. Она у меня, кстати, есть, может, покажу даже. Этот дом будет снесен сразу же, как нынешний владелец Луи Рене де Бой, как говорится, отойдет в мир иной, и его, скорее всего, заберет город, и город не будет восстанавливать его и снесет, и что-то здесь построит на этом месте. Не знаю. Может быть, какое-то социальное жилье, может, какой-то магазин, супермаркет, а может быть, точную копию этого дома, но только современную, как сейчас тоже модно делать. Так что, на самом деле, печально. В нем много еще тайны, много того, чего тут мы не узнаем, и не знали, и не узнаем. Вот такой мой прогноз. Я думаю, это случится все в ближайшие, может быть, пару лет. Слушайте, тут, конечно, с утра до вечера можно удивляться ходить. Это моя берлога, здесь я работаю. Это ваш кабинет. Да, вот мой компьютер, он не антикварный. А я хочу вам показать это место из-за этого. Это все тоже сделано из гипса. Это огромнейшая редкость. Подобного вы больше никогда и нигде не увидите. Это уникально. Вот, друзья, можете представить, что просыпаетесь с утречка, садитесь на стульчик и работаете. Ничего необычного. Рабочий день просто. Это главная столовая. Здесь помещается до 30 человек. Да, давайте я сяду здесь, а вы напротив. Будет очень удобно разговаривать. Мы должны следовать современным трендам и сидеть на разных сторонах стола. Окей. Let's discuss. Нет, непринужденной беседы здесь все же не получится. Я вас не вижу. Так как прошел ваш день? Здесь мы отмечали 80-летие моего отца. Вы здесь ужинаете? Да, иногда. У детей бывают маленькие игрушечные домики, а у вас для игр большой домик. Да, я большой ребенок. У вас несколько столовых, и вы размышляете, в какой же комнате мне сегодня ужинать? В этой или в этой? Да. А здесь что? Это была комната прислуги. Посмотрите, здесь тоже есть кое-что интересное. Здесь слуги могли через щелочку наблюдать за господами, которые ужинали, чтобы им не мешать, но знать, когда подавать следующее блюдо. И, конечно, отсюда слуги могли подслушивать, что говорят за столом. А здесь тоже комната для прислуги. На самом деле, это лестница, ведущая на кухню. Ой, девушка сидит тут. Ой. Это большая спальня. Страшно. А арфа звучит? Нет, она не настоящая.
Можете поиграть, а мы добавим фонограмму. Эта арфа принадлежала семье короля Франции Луи Филиппа, который правил с 1848 Нет, с 1830 по 1848 год. Это кровать? Да. На самом деле такая кровать называется турецкой. Если полог состоит из двух частей, это польская кровать. А если из трех, то турецкая. Матрас 2 на 2. То есть это кровать размера king size. Вы же знаете, у турков было несколько жен, так что кровать нужна была большая. У меня предложение. Мы можем на ней полежать? Нет. Она сломается? Не сломается. 10 лет назад мы здесь праздновали свадьбу моего сына. И новобрачные провели на этой кровати свою первую ночь. Кровать оказалась очень удобной. Представьте, у вас папа бы так увлекался такими штуками. И пришлось бы тут свадьбу праздновать. О, А это что такое? Этим дамы пользовались. Что-то для рук. Прибавить себе в этом месте объема. У некоторых и своего объема хватает. фитоняшка, you know, фитоняшка. Ну, вот это фитоняшка right now. Здесь есть и другой размер. окей. Уф. Обхватил реве? Окей. Что, это тоже соседка? Это моя дочка. А, ваша дочка? Да. А что, у тебя не по-русски? А она француженка. А она по-русски не говорит? Серьезно? У меня, к сожалению, из 4 моих детей только одна старшая дочка говорит на 4 языках, в том числе и по-русски, и по-латышски. А вот 3 остальных, они в папу не говорят. У вас тут теннисный корт свой. Да, там теннисный корт. В принципе, дети играют. Мне неинтересно. Вот это уже ваша сейчас территория. Да, это моя. Ну, давайте, смотрите, я все перед тем, как зайти, все-таки я должен... Ну, люди просят узнать, сколько денежек нужно было, чтобы купить вот этот этаж. Сколько купить? Ну, Хотите завтра купить? У меня? Нет, сколько вы потратили? Нет, я скажу, за сколько я продам. Завтра. Ладно, давайте, за сколько? Завтра за 400 000 евро я продам. 400 000 евро, а сколько квадратов? 100. За 100 квадратов это нехило. Ну, это эксклюзив. Я понял. Ну ладно, давайте. Ой, там пахнет что-то. Да? Да. А они делали барбекю. Так. Слушайте, ну это действительно дачка. Красота. Может, не сесть? А можно я сяду в свое любимое королевское кресло? Ой, конечно. Вы не боитесь странной показаться, да, я так понял? Странные? Почему? Но некоторые люди уже чувствую будут писать, что... А что? А что, будут что-то писать? Ну, будут. И хорошее, и плохое будут писать. В смысле? Ну, вы знаете, у меня есть такая черта. Ой, сяду в позу. Давайте... Нет, ну вы же гость, подождите. Давайте так. Вы садитесь в кресло, чтобы вы тоже были странные, чтобы вас тоже писали. Пожалуйста. Давайте, конечно. А я буду... Наконец-то, Да, ну, король конечно, на месте. Да, конечно. Я так не принимаю гостей. Вообще-то я вам сейчас налью вина чуть попозже. Ну, Можно? оператором. А? Оператором. Я не Оператором? употребляю. Хорошо. Так. Что вы начали рассказать? Ну вот чем я хочу сказать, что здесь очень все простенько, потому что... Современненько? Современненько, да. К сожалению, это не мой вкус, но как бы дети требуют, чтобы все было евроремонт, поэтому я бы, конечно, тут все сделала бы в бордовых, оранжевых тонах, как это и было до ремонта. Ремонт был буквально 2 недели назад. И хотели сделать такой, чтобы был бежевый немножко, но потом все никак, и получилось такое отвратительное бело-розовое, белое, которое я вообще не люблю. Ну ладно, ничего, пусть пока я не придумаю, что тут еще сделать, когда будет время. Здесь сделано все моими руками. Ну как моими руками? Это всюду я все ходила, покупала за копейки.
Да, копейки. Вот вы говорите, сколько стоит. Вот как вы думаете, вот сколько стоит, как вы думаете, кресло, в котором вы сидите? Ну, вы знаете, я сразу такой скажу, эксперт в этих креслах, Это кресло что я сделано точно знаю. в 1956 году из испанской тисненной кожи, резьба по дереву специально для фильма. Их было 2. Называется «Проклятый Капетинг». Это был фильм, такой театральная постановка, но фильм. Сделано для театра. Я его купила. 2 кресла я купила за 50 евро. Одно кресло мой муж выбросил. Он сказал, это старье, он просто взял и его сжег бесплатно. А это кресло, так как я немножко продаю вещи чисто для удовольствия на eBay, это платформа, где можно продавать винтажи и антиквариат. У меня это кресло купила киностудия за 8 тысяч евро. Так что вы сидите на эксклюзиве. Ничего себе, прибыль какая. Поэтому что сколько стоит, это очень относительно, особенно если это касается вещей, которые... Ну, то есть это не техника. Техника, вы посмотрели на интернете, там, я не знаю, телевизор, там, машина, там... Ну, понятно, параметры. А здесь как как накрутишь, так и продашь. Как подашь, да. Это, я не знаю, это как женщина, да, вот она пойдет там, а можно мне устроиться там, не знаю, уборщицей? Нет, ваше личико нам не подходит, да, у нее там, например, шрам. Вы не можете быть уборщицей в нашем заведении, у вас шрам. А она потом что-то вот накрутит, пойдет в самое дорогое элитное модельное агентство. У нас сейчас во Франции принято, например, своих типа минусов, делая их там, знаете, витилиго, шрамы, и она станет самой высокооплачиваемой моделью. Я считаю, что в жизни все так. Поэтому сколько стоит. Вот как продашь, столько и стоит. Это классика. Это, кстати, хороший урок. Это классика. Как продашь, столько и стоит. Да. Согласен. Это единственная комната в замке, где такая плитка на полу. Потому что это летняя столовая, и идея придать ощущение свежести. И поэтому здесь мы видим на потолке оттенки голубого, а пол белый. От этого здесь веет свежестью. Наконец-то выйдем на верандочку. Но мы сейчас, я так понимаю, что перейдем просто. Сложно представить, но кто-то когда-то сюда выходил, чтобы подышать свежим воздухом. И такая верандочка. Барбекюшечку чуть-чуть пожарить, да? С друзьями потусить. Ох ты ж. Здесь у нас коллекция одежды. И этот парень здесь — последний маркиз Форба. Он умер в 1900 году, не имея прямых наследников. Так что поместье перешло к его племяннику. У меня коллекция одежды, около 200 платьев. 200 платьев? Да, 200 платьев от кутюр. И эта коллекция тоже продается. Вы ее купили специально для этого замка? Да, я ее купил еще из-за того, что Франк Сорбье был уникальный художник. Единственный представитель от кутюр во Франции, который имеет звание магистр искусств. То есть он признан Министерством культуры Франции. Поэтому каждое такое платье является произведением искусства. Посмотрите, например, на это платье. Оно расшито жемчугом, на нем 400 таитянских жемчужин. Это совершенно невероятно. Франк Сорбье известен тем, что любил использовать сжатый шелк. Например, это платье из сжатого шелка. И оно довольно увесистое. А это вышивка. Автор очень известный мастер Франсуа Лесаж. Он был очень знаменит во Франции. В этом моя комната. Очень миленько.
Ну, простенько, конечно. Простенько, но мне нравится. Куколки, все Куколки. есть. Куколки. А можно я вам покажу? Только Ну, не для конечно. камеры, я покажу Не, свои ну только куколки. для камер можно. Ну, Для камеры нельзя. куколки, тогда вы не знаю, как вы сюда поместитесь, потому что у меня здесь стоит это самый, да. Это что, у вас свой здесь кукольный домик? Да, как у королевы Англии. Только здесь этот баллон, он сломался у меня. Но к Ну, тому, вы точно что... напрашиваетесь на радикальные комментарии в Ютубе. Нет. А почему, да? Ну, вы знаете, у меня есть очень хорошая черта, мне абсолютно все равно, кто Да? что. У меня нет ни Инстаграма, у меня нету ничего. То есть я, к сожалению, даже не буду знать, что это за комментарий. И во всяком случае, Это уровень. могут, кроме того, что дура, что ли, ну, да, может быть. Что королева Франции тоже дура, хорошо. Пусть это будет так. Да, как я дура, как королева Франции. Вот, Франции, пардон, Англии. Конечно. Земля. У нее тоже был кукольный домик. Мне очень нравится. У меня, заметьте, там все вот как по-настоящему. И что вы с ним делаете? Играете? Нет, я просто... Любуетесь? Когда дети были маленькие, я это делала для них. Потом они все выросли, и они говорят: мама, когда ты умрешь, мы вот его все равно сохраним, и он будет для внуков. А почему бы нет? Ладно, это ерунда. О, так тут через окно можно выходить, да? Да, у нас есть тут кот, который... У меня собака есть, к сожалению, я ее не взяла с собой, пекинес. Он туда выбегает через окно. А есть кот, который никому не принадлежит, он живет в замке. И вот он иногда заходит через окно. И я очень боюсь, они хоть дружат, но я очень боюсь, что вот этот эффект, когда кот запрыгнул, а собака здесь, что, что они там будут делать. Ну, давайте, Да, я вы можете. приглашаю вас на выход. На Конечно выход же, прям? конечно. Нет, после вас. После меня? Ну, давайте. Опа! Ниндзя. А можно ли через дверь? Я просто нет. А я вам руку подам, ничего. Мне кажется, неудобно. Это плохая примета. Плохая примерша? Да. Ну, для женщин. Для женщины именно, а мужчине можно? Можно. Ну, ладно, тогда мы вас ждем там. Да. Так, ну что, рассказывайте, что вы здесь делаете. Ну, я хочу сказать, что с местного огорода я хочу вам приготовить мятный чай. Это вот вы мне в чай прям бахнете, да, вот это? Ну, это мята, конечно, это мята дикая. Ну, как дикая, она, можно сказать, садовая. Это, конечно, не огород. Потом нормально, я не это? Ну, нет, что вы, мы пьем только это по утрам. Всегда это вообще... Дети пьют только этот чай. Ну, я считаю, даже он свежее и лучше, чем просто мята. А я тоже стану таким жизнерадостным, как вы после этого чая? Нет, только после вина. Но вы не пьете. А вы уже, что ли, чуть-чуть? Нет. Я жду вас. Все, я понял. К сожалению, нет. Поэтому я такая... Когда я выпью, я такая расслабленная и очень романтичная. Расслабленно, романтично, да? Да. Так, друзья, знаете что? Когда мы снимаем, когда мы ездим, очень непросто все это организовать. Куча героев, точек, локаций. И каждый раз в каждой стране находятся люди, которые нас поддерживают и помогают. И в частности, это Вова. У него компания, которая занимается трансфером. То есть вы можете приехать в любую точку Европы, особенно в Париже. У него есть машины, водители, которые помогают сделать так, чтобы вы были вовремя и в комфорте. И вот эта прекрасная машина еще и во главе с Вовой везде практически с нами ездит и помогает, чтобы мы приезжали вовремя. За это огромный респект. Ссылочку оставим в описании. Пользуйтесь услугами Вовы и радуйтесь, что мы делаем такой контент благодаря таким людям. Продолжаем просмотр. Здесь вы видите фотографии замка. В таком состоянии я его купил 20 лет назад. 20 лет назад. Да. А теперь вы все закончили? Теперь остается только поддерживать его состояние. Реставрация закончена. И, как вы видите, нам пришлось заново перекрывать крышу, делать стропила, класть плитку, вставлять все окна. А вы помните первый день, когда вы здесь появились? Мне бы хотелось понять, что вы почувствовали, когда впервые все это увидели. Во-первых, мы сразу почувствовали, что у замка есть потенциал, потому что в нем сохранялось много уникальных предметов. Например, это гипсовая лепка. А во-вторых, мы ощутили импульс, побуждающий нас сразу что-то предпринять. Как я уже сказал, замок плакал, кричал: «Пожалуйста, помогите мне, помогите». И мы решили, что ж, у нас нет выбора, мы должны его купить. Опять же, он ничего тогда не стоил.
но реставрация обошлась в целое состояние. Итак, все было переделано, включая электричество, водопровод. У нас 25 спален, и при каждой свой туалет и ванная. Все водопроводные трубы были заменены. Сколько во Франции замков, которым требуется реставрация? Много. Точно не знаю, но думаю, что несколько тысяч. В одном только департаменте Дордонь, а это очень маленькая часть Франции, 1000 замков, что связано с его историей. За Дордонь всегда сражались Франция и Англия. Поэтому здесь и строились замки, оборонительные сооружения того времени. Так что я не знаю, сколько замков во всей Франции, но думаю, около 50 тысяч, что-то вроде того. А сейчас есть люди, которые унаследовали эти замки, не хотят в них жить и просто бросают их. Да, это правда. Из-за того, что содержать такой замок очень дорого. Да, это первая причина. А кроме того, чтобы жить в подобном замке, вам нужен персонал. А если у вас нет помощников? Знаете, замок огромный, так что вам нужен штат прислуги. Вы в одиночку с ним не справитесь. Поэтому некоторым владельцам, унаследовавшим такой замок, он просто надоедает. Чтобы жить в замке, нужна страсть. Владелец должен быть человеком увлеченным. А на вас сколько человек работает? Когда проводилась большая реставрация, здесь работало до 25 мастеров. Каменщики, маляры, электрики. А сейчас сколько человек нужно, чтобы просто 2 человека? Всего 2 работника на полную ставку? Один мужчина живет здесь и заботится о саде и парке. И еще женщина, уборщица. Всего одна и все убирает? Все, включая мытье окон. Боже мой. Окна она моет 2 раза в год. Но садовник ей, конечно, помогает. Потому что я не хочу, чтобы она слишком высоко забиралась по стремянке. А ему это вполне по силам. Это тяжелая работа. Это тяжелая работа. Она, наверное, работает целыми днями, не отдыхая ни минуты. Я хочу спросить, как это все обслуживать? Это же дело непростое. Давайте сейчас, другого начнем. Нет, да. Сколько всего во Франции замков? Во Франции примерно 25 тысяч замков. 25 тысяч, да. Из них многие музеи, многие, те, которые королевские, это частность Франции. То есть там или частность Франции, там какие-то развалины, но все равно частность Франции, или это музеи, или, если это королевские замки, они все-таки, некоторые из них принадлежат королевскому роду до сих пор, который существует. Да, это семья де Орлеан. Бурбонам, насколько я знаю, уже ничего не принадлежит, их вообще во Франции уже нет. А вот орлеанским, это кузены Бурбонов, да. У них замок Амбуаз, у них, другие замки очень такие королевские, великие, с этим ничего общего не имеют. Окей. А вот вы сказали 25 тысяч, а сколько из них заброшенных? Много, но Примерно, я считаю, половина, нет, меньше, я говорю, больше. 25 тысяч, это которые в нормальном состоянии. Те, которые заброшенные, очень мало вот так, чтобы зашел просто заброшенный. Очень много развалин кучи, потому что это замки тамплиеров, потому что, в общем-то, в XIV веке король проклятый Капетинг, это в кресле, которого вы сидели, он, когда объявил тамплиеров вне закона, их все замки, их было 15 тысяч, все были разрушены, сожжены. То есть считайте, что 15 тысяч заброшенных развалин, плюс 25 тысяч, которые более-менее, Окей. насколько я знаю. Если посмотреть ролики на YouTube, те, кто ходит по заброшенным замкам, то там часто говорится, что его так дорого содержать,
что просто вот эти семьи, которыми владеют, они их просто бросают, и все. Это правда или нет? Ну, во-первых, те, которые владеют очень мало сейчас. Семьи владеют замком, потому что те, которые были, ну, типа аристократы, это считанные семьи, Ага. которые до сих пор, до наших дней сохранили свои замки. И они, я вас уверяю, не бедные. А в свое время, в 60-х годах, да, бросали, вот бабушка сидит в кресле, в кружевах, все течет, ветер в голове, у нее кушать нечего, может быть, там какой-нибудь бокал вина с последних погребов своих, и все. А внучка уже в Париже, ей не до этого. Да, она умерла, а внучка замок продала. Но содержать, если содержать с умом, я не скажу за весь замок, я скажу за свою часть, это себе может позволить любой скромный, работающий или занимающийся каким-то маленьким бизнесом человек. Это не сногсшибательные. Это отговорка. Ну, порядок. Вот если представить, что, опять же, у меня весь этот замок, ну, сколько нужно в месяц денег, чтобы его содержать? Там электричество, вот это все. Сейчас скажу. Потому что Чтобы кажется, такой содержать, ну да. сейчас скажу. Мне кажется, не меньше 15 тысяч евро. Ну, на все про все. Ну, все зависит. Мы платим больше, потому что у нас за все не мы. То есть у нас приходят садовники, они сажают там это что-то... В общем, тут что-то делают. Рубят, пилят, чистят там. И это надо же найти садовника, который стоит 1500 евро в месяц. Я могу найти садовника гораздо дешевле, но это вот он со страховкой. Поэтому, если бы это был мой замок, он мне бы обходился 5 в год, не больше. В год? Да. Садовник в 5000 в год тяжело впихнуть. Ну, я бы нашла дешевого садовника. Ох ты! Это личный сад? Да, площадью 16 гектаров. Вся усадьба огорожена стеной. Сейчас вам покажу. А вы говорите, современные люди, богачи, шикуют. Вот как раньше люди шиковали. А это замок бахнул себе с целым парком, и все. Да? Это бассейн? Да. И есть еще один бассейн, и я его потом покажу. Он поближе к замку. То есть у нас 2 бассейна, но этот лучше. Потому что современный? Да. И еще он в центре парка, здесь очень тихо. При этом в бассейне есть домик. А что в домике? Кухня, туалеты. И можно приехать и взять в аренду? Нет. Это для меня, для моих друзей. Или для тех, кто купит этот замок. Новые владельцы смогут пользоваться бассейном. На хорошо жить не запретишь. Давайте проверим на прочность шезлонги. Можно? Вам можно, а меня они могут и не выдержать. Я для такой мебели слишком тяжелый. Купил себе так замочек, закредал тучи денег, пришел сюда, сидишь, кайфуешь. Ой, хорошо, конечно. Ну, ладно, надо работать, что ж. Понятно. А это второй бассейн. Он поменьше, но зато поближе к замку. Выглядит невероятно. Если бы кто-то сказал мне, что такое возможно, я бы возразил, что это неправда. В жизни подобного не видел. Но по нашей традиции я сейчас должен кое-что сделать. Измерить, сколько гительманов в этой террасе. Гительман — моя фамилия. По-моему, это самая большая терраса, которую я видел за всю свою жизнь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 гительманов террасов. Только в длину. Ну и в ширину примерно еще чуть поменьше. Охренеть, конечно. Вот это масштаб личности был, да?
Вот что меня удивляет, реально, это Сколько вы просто... насчитали? 37. Вы считали по-русски, я не понял. 37. Потому что это же реально, вот представьте, были люди на планете, которым просто вбрело в голову бахнуть такое здание. Просто нашли гору и такие, а давайте как построим здесь. И все это организовали. Обалдеть. А у вас сколько вышло? 14. 14 на 37. Да, действительно, около 450. Представим, что я насмотрелся этого видео и захотел замок. Что делать нужно? Как себе приобрести замок? Как найти его? Есть какой-то каталог? Да, хорошо, можно. Давайте. Ага. Ты мне тогда спросите? А все, уже я и спросил. Это и был вопрос. Ну хорошо. Значит, честно говоря, моему удивлению, когда я, например, вот хочу посмотреть, что там у нас с замками, существуют очень элитные, ну, так скажем, как-то организации, там, сайты, да, где элитная собственность, замки, стоит это все бешеные деньги. Сколько там что стоит? Ну, я сейчас думаю, что пару миллионов, там, минимум, там, зависит, конечно, что и как, и они только самое лучшее продают. Найти такой, скажем, замчушечку, такую, тем более по кусочкам, такого нету, скажем, каталога или там сайта, поэтому, может быть, это неинтересно никому. Потому что я заметила, что все, что интересно в России, все есть, потому что в России очень все хваткие и очень хорошо владеют этими интернет-платформами, поэтому, ну, может, ни у кого руки не дошли. Не знаю, этого нет. Если кому-то очень интересно, мне бы хотелось даже, я могла бы в этом тоже участвовать, например, почему бы нет, искать предложения, принимать, то есть, чтобы мы Ну, могли... как искать, куда? Это чатики какие-то, группы в соцсетях? Ну, я-то умею это делать. Ну, вот я поэтому я-то спрашиваю. делаю это, я же не могу учить все, что умею я. Это сложно, это надо учить французский, это надо сразу звонить, это не так, там пошел, это все частники, то есть нужно сначала с ними связаться, нужно узнать условия, нужно узнать, хотят ли они, например, вот участвовать в какой-нибудь там, в каком-то каталоге, ну, если это ставить на, скажем, на бизнес. Да. А если так сам человек, ну, я думаю, если он очень хочет, он найдет как. Давайте поднимемся еще на один этаж. Кто может купить этот дом? Я уверен, что какой-нибудь русский обязательно заинтересуется, если сможет вывести деньги из страны. У некоторых уже достаточно денег вывезено. Вот ванная. А мы вдвоем в этой ванне поместимся? Вы готовы попробовать? Можно обувь не снимать? Конечно. Но мы должны это сделать вместе. Не уверен, что здесь хватит места для двоих. Поместимся. Вы здесь сядете, а я здесь. Я проверяю ванны во всех домах. Давайте сядем. Эх, ребята, ну кто с нами давно, вы знаете, что... Воду включать будем? Туда. Ох, сколько уже ванн я протестировал в домах самых дорогих за десятки миллионов долларов. Но чтобы я был в замке, в ванной в замке, с владельцем, просто чума. Что вы сказали? Это какой-то другой мир, вообще другой мир. А здесь туалет. Видите, он старый. Этот замок был единственный во Франции, кроме Версаля, где нормально подавалась вода по трубам. В других замках были специальные слуги, которые накачивали воду из колодца. Она подавалась в большую емкость, установленную под крышей. А потом, если хозяину нужно было смыть в туалете, он дергал цепочку и сливал воду.
Речь идет о XVIII веке. Этот замок первый во Франции. Но мы все равно не пользуемся этим туалетом. Дело в том, что здесь очень приятно, что делать. Да, дача — это хорошо, но здесь можно делать вечеринки. Можно приглашать друзей, можно делать, например, вот в следующем буду делать Хэллоуин. Это, ну, знаете, Хэллоуин для детей со свечками, с чучело лисы, в общем, все как полагается. И здесь у меня был дегустационный центр. Вот это что такое за прибор? А это такая штучка открывать, вот чтобы бумажку. Так разрезать. Бумажку срезать? Да. Опс. Вот так все, да. Я бы, конечно, могла вот как по-варварски вот так вот, Ну но да, в принципе похоже вот на- это все, чтобы более. разрезать, чтобы это все делать. Потом я вам хочу показать, как любят французы, не я. Как это? Я с вином не дружу, но тесно общаюсь. Вот, это французы. Как нужно любить бутылку, да не бутылку, это очень вульгарно сказано, как нужно ценить вино, чтобы, вот представляете, это на заказ. Кто-то шил. Вот кто-то шил костюмчик для бутылки, кто-то делал из глины, рисовал, разрисовывал. Это нельзя купить в магазине, да? То есть это все сделано. Тут, боже мой, шапочку внукам не свяжешь раз в жизни. А тут кто-то шьет костюмчики своим бутылкам. Обалдеть. Да, и дегустационный центр у меня, поэтому всякие там штучки. А вот это прокомментируйте, что за аппарат такой интересный? Это самая традиционная вообще во Франции штопор, да? То есть это вот называется хвостик порося. Это придумали ковальщики железа в Лондоне в 17 веке, как только появились бутылки. Так. И это штопор. А вот это дерево, это лоза виноградная. Это корень? Нет, это лоза, они Само прям вот дерево. такие вот, они, ну как эти, виноград, они так прямо и растут. Но это делает каждый винодел себе. И они всегда маленькие, нормальные, человеческого размера. Это, ну, это, я так понимаю, винодел, который любил все XXL. То есть это так. Наверное, кто-то Серьезно? прикалывался, но мне Так. очень нравится, поэтому я вам... Научите меня, я как не употребляю, еще не знаю, как открывать. Есть Просто вещи, тяну? которые должны знать даже не употребляющие. Просто тянем. Я боюсь брюки облить. Ну, можно тогда и не завершать. Не обольюсь? Нет. Тут не снимаем. Вырезать. Ты что? Ну, почти. Это я все правильно делал? Да. Я просто волнуюсь, что я Так неправильно это делаю, что элементарно. сломаю что-нибудь. Это легче, чем ездить на велосипеде. Да, я просто боюсь сломать что-нибудь там. Вот что значит человек, который не пьет, да? Все уже почти? Ну, почти. Или еще? Ну, это вас французы засмеют. Да? Да. Ну вот видите как. Вас могут у нас засмеять, а меня француз. Вау. Так что Это вино Бордо. теперь я должен вам налить, да? Ну, вообще, я не знаю, тогда как бы так на природе это немножко по-другому происходит. Это Да? пикники классические, это нужна шелковая скатерть. Ну, чуть-чуть давайте уж, раз открыли, что Да, ж. чтобы посмотреть цвет. Я понял, что во Франции надо наливать все время. Ну, во Франции, конечно... Восток нормально? Да, конечно. Во Франции, конечно, питье вина – это процедура, это удовольствие, да, то есть это не там, типа, хряпнем или, я не знаю, там, тяпнем. Питье вина – это удовольствие, сравнимое со слушанием музыки, с изучением произведений искусства, с походом в музей, с походом в театр. То есть если семья, скажем, может себе позволить купить на Рождество, чтобы получать удовольствие, бутылочку вина, ну, скажем, там, за 300, за 500 евро, то это не из-за 13 градусов алкоголя, который там имеется. Нет, я перед камерой не буду будете? пить, я хочу Я с вами, у меня вот просто чаек есть. зрителям показать цвет вина. Да, во всяком случае, я не буду сейчас повторять свою дегустацию, потому что я не энолог. Энология это искусство, наука о вине. Я не энолог. Но мне очень нравится фраза энологов, которые говорят, это
Вино – это очень сложно. Начнем с того, что на вино влияет то, как на винодела утром посмотрела жена. Окей, Санте, хорошо. за замки, за то, чтобы каждый желающий зритель вашей прекрасной программы мог мечтать о замке. Я, конечно, не знаю, сегодня, наверное, таких людей не так много, все мечтают о вилле на Лазурном берегу, да, но жить в замке есть свои прелести, да, это нужно любить, это нужно хотеть, это нужно постараться, это нужно немножко удачи, конечно, но главное, это нужно желание, потому что, честно говоря, да, ой, бабушка хочет участвовать в разговоре. Ну, тогда за зрителей, за тех, кто любит замки, за тех, кто приедет когда-нибудь во Францию, если не жить, то просто посещать, то просто узнавать, то просто получать удовольствие от этой прекрасной страны. И за замок Сантин. Хорошо, договорились. Я пригублю. Чуть-чуть, пожалуйста. Я уже запутался, где мы, куда мы. В этом замке есть одна широкая парадная лестница и 5 узких для слуг, потому что в прошлом слугам не разрешалось ходить по одной лестнице с хозяевами. То есть для слуг были специальные маленькие лестницы, а хозяева ходили по главной. Он работает? Да. Можно попробовать? Конечно. И что это значит? Что обед подан. Вау, потайная лестница. Похоже на современное. Это и есть современное. Мы используем эту лестницу для технических целей. То есть здесь водопровод, электропроводка, мусоропровод. Все. Уже даже немножечко страшно, что нас ждет внизу. Привидение. Привет, привидение. Оно у нас здесь живет. Теперь поворачиваем направо. Ух ты! Вот это да. А здесь у нас маленькая часовня. И интересно, что здесь деревенская церковь. Вот это да. Вот это ничего себе. Обалдеть. Это для всех жителей? Да, это для всей деревни. А часовенка для владельца замка. Да. Представьте, вы так построили себе виллочку свою и решили бахнуть в ней церковь публичную. На человек 400, да? Здесь, наверное, человек 400 поместится. Да. Но во время французской революции она была разрушена. Так что, когда хозяева вернулись в 1815 году, они ее отстроили заново и поставили все эти перегородки, чтобы обезопасить себя от повторного вторжения. Они возвели все эти препятствия, так что это место стало похоже на тюрьму. Но, по крайней мере, они чувствовали себя защищенными. Давайте спустимся и пройдем здесь. Ого. Тут еще более страшно. Это выглядит, как будто так было до того, когда он занялся всем. Здесь все выглядит так, как будто вы еще не начинали реставрацию. Да.
Изначально крыши здесь не было. Крыша была только над этим маленьким проходом. Стена была вот такая, крыша была над стеной. И на все это лили дожди. На самом деле, здесь была проблема с откачкой воды, скопившейся там и разрушавшей мебель в церкви. Так что, когда мы приступили к реставрации, я сказал мэру, что я этим займусь, и мы решим этот вопрос. И через пару недель сюда явилась дама, ведавшая памятниками истории, которые официально зарегистрированы во Франции, в том числе замком и церковью. Она здесь все осмотрела, я объяснил, что я сделал. И она сказала: это новодел между двумя объектами, признанными памятниками истории. Вы должны были получить разрешение от министра культуры. Я был несколько рассержен, а она посмотрела на меня и добавила: вы сделали именно то, что нужно. Но вам ни под каким видом не удалось бы получить это разрешение. Так что будем считать, что я этого не видела. Что ж, замечательно. Она поступила мудро. Даже если вы купите этот замок и устроите отель, вы, по сути, не сможете быть его владельцем. Вы лишь станете частью его истории и получите возможность приобщить к этой истории гостей отеля в течение какого-то периода времени. Но этот замок надолго вас переживет. Ему больше 1000 лет, а столько никто не проживет. Так что вы должны знать, он может послужить вам. Но главная проблема в том, чтобы использовать во благо отпущенное вам время, чтобы заботиться о нем, чтобы передать его следующим поколениям. А к вам уже обращались люди, заинтересованные в приобретении? Да, я уже встречался с несколькими потенциальными покупателями. Но в итоге они отказались. Одни сказали, что замок слишком велик, другим он показался слишком мал. А кое-кто еще взял паузу на размышление. Я думаю, такое место просто так ни с того ни с сего не купишь. В него надо вжиться, а на это нужно время. А вы можете рассказать какую-нибудь странную историю с участием привидений, случившуюся здесь? Истории, в которых участвуют привидения, обычно не рассказывают. Они просто случаются с тобой, и все. Но могу рассказать об одном странном случае. Возвращаюсь я как-то сюда, домой, из довольно длительной поездки. Захожу в этот коридор, поднимаюсь по лестнице, и вдруг чувствую запах духов. Очень резкий. Я был поражен. Я пошел к человеку, который присматривает за домом, и спросил, что такое он сделал с лестницей, что вылил на пол. А он на меня так странно посмотрел и говорит: «Вау, вы тоже этот запах почувствовали?» Я спрашиваю: «Вы это о чем?» А он отвечает: «Я его тоже почувствовал на 4-м пролете, но я никакие духи не проливал». То есть мы оба это испытали. Так что это, очевидно, было привидение. И знаете, я вообще не верю в истории про привидений. Тем не менее, это произошло на самом деле. И больше я этого запаха никогда не чувствовал. Только один раз.
И нам так и не удалось выяснить, откуда появился этот запах. Духи были очень тяжелые. Запах был приятный, но чересчур резкий, раздражающий, и я больше ни разу его не почувствовал. Наверное, это был древний запах. Действительно, это были какие-то старинные духи, каких сейчас не делают. Но знаете, в прошлом, в 16, 17, 18 веке делали духи с очень тяжелым, очень насыщенным запахом, чтобы скрыть другие запахи тела, которые тогда были ужасные. Так вы верите в привидений? Нет, не верю. Но запах я сам лично чувствовал. И поверили в привидений. Я верю, что был этот запах. Но что еще это могло быть? Что еще? Про замки ходят мифы, что там всегда привидения, духи, призраки. Что из этого правда? Ой, это очень интересно. У меня есть такая коробочка. В общем, вы помните фильм с привидениями? Ой! Вот это не я, это привидение. Что? Нет, это правда, это очень интересно. И привидения, конечно, есть. И я вообще очень люблю и фильмы про привидения. Вообще это как бы, ну, интересно, да? Не обязательно в это верить, но это или какие-то шорохи можно описать там какими-то магнетическими волнами или еще чем-то, или крысы, или летучая мышь куда-то забилась, шаршит. Но я не исключаю возможность, я же не бог, чтобы говорить, что привидений нет. Я не знаю. В этом замке, ну, вам самому как кажется, вы бы остались здесь ночевать? Ну, конечно. Классно. В этом замке все по-другому, потому что местность, на которой мы находимся, вот это вот коммюн. Коммюн – это, ну, городок, деревня. Она называется Сантин. Это значит святыня. Да? То есть у нас рядом церковь с святыней, с мощью Яна Крестителя. И я считаю, что ни одна чистая сила, я за них тоже не могу отвечать, но, честно говоря, ни одна чистая сила бы долго здесь себе не позволила находиться. Да, потому что оператор же у нас закашлял даже. Ну, место такое святое. Хотя было у нас тут жила громадная летучая мышь, которая жила там вот в башенке, и она, не знаю, ей было, наверное, 100 лет, и ночью она дышала. Но она дышала, когда приходили гости. Храпела? И она, когда храпела, то гости не понимали, что происходит, какой-то вампир или что. Но потом она куда-то делась, может, умерла. А что с ключами-то? А, ну, с ключами... Что мы? Ну, нет, дело в том, что ключи, потому что... Ну как, прикольно. Просто что красиво. Ну, это не только... У нас есть здесь ворота. Дело в том, что есть ворота в подземелье, потому что этот регион, мы находимся Люаз, это север от Парижа, и здесь есть город Сен-Лис. Здесь жили раньше короли. И все вот эти замки, это типа рыцари, эти друзья короля. И есть легенда, что под земелье все пронизано проходами тайными. Так это легенда или правда? Ну, это, конечно, правда. То есть у них уже были свои какие-то там политические взгляды, чтобы подземные друг другу проходить, там тайные общества, я не знаю. Но они есть. И у нас есть один вход вот с этими ключами до сих пор. А мы туда спустимся? Вход только в начало, а потом все закрыто, забито. То есть я туда никогда в жизни не рискнула бы, и я даже не знаю, как это все взломать. Хотя дети там что-то пытались. Ну, тут вот там тоже есть один вход. Ну, их очень много. И, ну, это нужно просто хотеть, так сразу... То есть просто с Ну, ноги не зайдешь. Ну, надо да, конечно, это надо там все простукать и все. Хорошо. Ну, есть. Какие-то у вас были здесь случаи интересные с призраками? Можно я скажу про себя? Давайте, конечно. Не родился еще такой призрак, да? Ну, мне очень... Как бы с призраками у меня своя есть с ними политика. Поэтому, когда только-только вот как бы первая ночь здесь была, да, были шорохи, было страшно. Но потом как-то я набрала силы и сказала себе, что если это действительно призрак, там, если вдруг такой есть настоящий, там, может быть, это вот этой хозяйки, которая здесь жила, последняя аристократка, подруга Марии Антуанетты, очень благородная женщина, вообще. Ее звали Жансон Фарбин. Это 1850
5-й год, вот она последняя аристократка. Если это ее призрак, ну неужели я позволю себе там что-то там, да, выгонять злых духов? Нет, но если это, извините, просто какой-то, как это называется, не чебурашка, это барабашка, да, ну, извините, теперь здесь живу я. Поэтому мы как-то очень быстро решили, кто и как, и барабашки себе здесь не позволяют находиться. А, к сожалению, там дух Генриха Наварского или там Жанна Дарк, которая, кстати, здесь останавливалась, проводила, ну, не в этом, а в башне, она проводила 2 ночи, да. Ну, вот Жанну Дарк я не встречала. Так что... Но мне ясно одно. Жизнь интересна лишь тогда, когда вы занимаетесь тем, что вас увлекает. Если у вас нет увлечения, вы проживаете ее впустую, просто существуете. Да, но как понять, в чем она, твоя страсть? Это увлечение. Человек сидит на диване, смотрит телевизор и сам не знает, что ему нужно. Да, вы правы. Но знаете, как я купил свой первый замок, о котором я вам говорил? Когда я в первый раз оставил позади свою зарубежную карьеру и вернулся во Францию, я хотел купить дом, чтобы у моих детей были корни. И когда я стал просматривать газетные объявления в поисках подходящей недвижимости, я понял, что замки не такие дорогие, если вы готовы вложиться в их реставрацию. И я сказал, хорошо, попробуем-ка мы подыскать замок, купить замок. И мы с подругой стали ездить, смотреть различные замки. Мы пересмотрели 25 замков по всей Франции. Но я понял, что какой бы замок мы ни посещали, у меня из головы не выходил один замок, который я видел в детстве. Он находился вблизи от дома моей бабушки. И тогда ребенком я мечтал его купить. Это была моя детская мечта. И на самом деле, когда я в конце концов позвонил его владельцу и сказал, что хочу купить у него замок, и действительно купил его, моя сестра напомнила мне одну историю. Когда мне было 15 лет, мы с сестрой жили у бабушки и поехали кататься на велосипедах. И по дороге мы сделали остановку на том месте, откуда открывался вид на Луару. Я показал сестре знаменитый замок, стоявший на другом берегу реки. Я тогда сказал ей, смотри, однажды этот замок будет мой. И она напомнила мне эту историю, которую я начисто забыл. Она сказала, знаешь, когда ты мне это сказал, я подумала, вот сумасшедший парень. А теперь, когда ты его купил, я поняла, что так и есть. Знаете, что интересно? Когда вы осуществляете свою детскую мечту, это придает вам силы. И ничто не может вас остановить, потому что вы воплощаете в жизнь то, о чем мечтали в свои лучшие годы. Воплотили и делаете следующий шаг. Это прекрасный совет. Вспомните свою детскую мечту, сойдите с ума и осуществите ее. Именно. Я бы хотел поделиться с вами одной мыслью, которая сейчас пришла мне в голову. Я вспомнил свои детские мечты. Одна из них. В детстве я любил смотреть телевизор, и каждый раз, когда показывали развлекательную программу про путешествия, мне приходило в голову, как интересно должно быть тем, кто это придумал. То есть мне было интересно не просто смотреть, а как бы проникнуть в мозг тех людей, которые создавали программы.
А теперь вы сами их создаете. Встретились две мечты, ваша и моя. Отлично. Спасибо за эту мысль. Окей. Так, ну давайте, у вас там еще подготовлен какой-то человечек. Что это такое? Да, подготовлена. персонаж? Во-первых, здесь подготовлена коробочка моя Давай с любимая. нее начнем. Да, кстати, коробочка, вот она со старинной карточкой, которая находилась в моей семье. Ну, то есть в семье моей бабушки в Латвии, да. Почему я вот за этим замком именно следила, когда уже переехала жить во Францию 20 лет назад, мне, ну, я не знаю, у меня нету никаких исторических объяснений от родственников, почему и что это за коробочка. Ну, я думала, что какая-то связь есть, потому что... То есть у вас в детстве была вот эта коробочка, вот эта Ну, это моей фотография. бабушки была так же, как эта шляпка. Это я к тому, что если будут комментарии, как вы сказали, да, типа курица в перьях, пожалуйста, воздержитесь, немножко респект. Это шляпка моей бабушки, да. Это 30-е годы, это, да, так было модно. И я так не хожу, в общем-то, по Парижу, ну, иногда. Да, когда я хожу на общество, типа, королевских ассоциаций, я ее могу одеть. Ну, это я для кино. Окей. Так, Для кино. я хочу все-таки понять. Вот эта Да, коробочка вот была у эта вас в детстве, коробочка, вот она- с этой фотографией. Да, с этим замком. И на этой фотографии этот замок. Да. При этом вы его в детстве не видели, Нет. ваша семья никакого отношения не имеет. Скорее всего, имеет. Моя бабушка обязательно имеет отношение, потому что моя бабушка, она вообще необыкновенной судьбы. И мне очень много что связано с ней. И я родилась на ее день рождения, и поэтому меня зазвали Анн-Мари, как ее. Как ее? Да. Ну, правда, у нее было сокращенно Анна, но с французским это вот так назвали. Это мое настоящее имя. То есть нету там... Как вас Псевдоним. звали раньше, да, типа нет. Вот. Так, и что там внутри у нас? И вот этот замок, да, он меня всегда как бы интриговал. И поэтому я и вот так за ним, как я вам говорила, как этот рыбак сидит неподвижно неделями и ждет, пока у него что-то заклюет. Удивительно. Поэтому я, в общем-то, покупала именно его. Ну, или он сам так ко мне пришел. Не знаю. А давайте теперь немного поговорим о вас. Где вы родились? Во Франции? Да. И вы всю жизнь прожили во Франции? Нет, я родился в Версале. Неудивительно, что меня так интересуют замки. Итак, я родился и вырос во Франции, я здесь учился. Но потом я работал в американских компаниях и пару раз какое-то время жил в США, где родились двое из моих 3 сыновей. И еще я 3 года прожил в Брюсселе. Так что сумел достаточно попутешествовать. Большая часть моей карьеры связана с фармацевтической промышленностью. Я работал в 2 крупных американских компаниях. Первая — это Eli Lilly and Company, где я проработал 18 лет. И тогда я некоторое время прожил в США. А вторая компания — Johnson & Johnson. Это тоже крупная компания. И, кстати, обе эти компании хотели, чтобы я переехал в Америку на постоянной основе. И там у них работал. Но я был не против того, чтобы приехать в США и пожить там пару лет, что я и сделал, когда работал на Лиле. Но переезжать навсегда для меня был не вариант. Я и уволился из Лили, потому что они настаивали, чтобы я постоянно жил в США. А я как раз в тот момент купил свой первый замок. И тогда я перешел в Johnson & Johnson. А через 10 лет они тоже попросили меня переехать в США насовсем. А в тот период я приобрел вот этот замок, и я отказался. И сказал себе, что больше не буду покупать замков, а то стоит купить, и меня просят переехать в США. И тогда я снова уволился, основал собственную компанию, тоже фармацевтическую, и через несколько лет я ее продал. А чем занималась ваша компания? Выпускала фармпрепараты. Но через несколько лет я ее продал и влился в семейный бизнес, основанный моим прадедом в 1906 году. Эта компания была зарегистрирована на бирже. Мы провели делистинг своей компании, она работает по сей день.
И мы ей управляем. Супер, хорошо. Анна Мария, еще одну тему, последнюю с вами обсудим. А вы чем занимаетесь за пределом того, что здесь отдыхаете? Я живу замками, живу историей Франции, я живу королями, я искусствовед. О, Да, то есть я искусствовед по образованию, закончила Академию художеств очень-очень давно, это было 30, может, больше лет назад, поэтому я здесь профессионально работаю в туризме. это что значит вы делаете? Экскурсии проводите, Да, например? я профессиональный гид. То есть не просто я там могу показать Париж или что, для того, чтобы показывать Францию в памятниках, которые принадлежат государству, ну, там, скажем, Версаль, музей Лувр или там вот, ну, государственные памятники, нужно быть... Сертифицированным, Да, нужно иметь диплом, нужно окончить аспирантуру или, по крайней мере, получить диплом. Мне было проще окончить аспирантуру, потому что диплом просто сдать экзамен, я, наверное, не настолько... умная была, мне было это сложно, мне было проще проучиться, закончить официально наши экзамены, и я уже 10 лет, 10 лет больше, я уже профессиональный гид. Но помимо этого я могу там еще чем-нибудь позаниматься. Так как сейчас был ковид, а сейчас еще другие проблемы, то, можно сказать, с туризмом довольно сложно, поэтому я сейчас президент культурной ассоциации. Это что значит? Ну, ассоциация, это... Вы знаете, что такое ассоциация? Это, ну, как бы общество, которое безвозмездно, но с кое-какими своими, конечно, интересами занимается культурными мероприятиями. Я, например, вот... У меня 2 ассоциации. Одна здесь, в замке. Она мало чем занимается, потому что она королевская. А Франция – это республика. То есть такая вот тема короли, история... Государству не очень интересно, потому что это республика, это демократия. Поэтому у меня еще есть вторая очень демократическая ассоциация, называется, как это сказать, доступ к культуре. То есть я даю культуру там, где ее нет. Это могут быть мигрантские какие-то кварталы, это могут быть сейчас вот много приезжих, которые не знают историю. То есть государство, ну, не то, что нам помогает, ну, как бы мы ничего не зарабатываем, но как-то живем этим. Окей. Супер! Спасибо вам большое. Давайте 5. Оп. Мы снимаем это видео про ваш замок для YouTube. И мы понимаем, что оно переживет и вас, и меня благодаря технологиям. Давайте представим себе, что через 500 лет ваши прапраправнуки захотят узнать, кто здесь жил до них. Попытаются разыскать и найдут этот ролик и скажут: «Вау, это же наш прапрапрапрадед». А теперь представим. Вы знаете, что они смотрят это видео, и вы можете передать им послание. Одно послание, которое вберет в себя всю вашу жизнь. У вас есть 1 минута. Смотрите в камеру и скажите то, что хотите передать своим потомкам. Это на самом деле реально. Замок может разрушиться, а видео сохранится. Мне кажется, что на нашем поколении лежит большая ответственность, потому что мы первое поколение, которое может зафиксировать свою жизнь, совершив цифровой шаг. Вы поняли, что я имею в виду? Да, ролик как замок, только оцифрованный. И я думаю, что он проживет больше 500 лет. Даже дольше, чем этот замок. Представим себе, что у вас есть минута, и вы можете сказать, что хотите. Я не уверен, что буду очень практичным, отвечая на этот вопрос. Потому что для меня важнее всего жить с теми ценностями, которые у меня есть. Жить своими ценностями. Так что послание, которое я хотел бы передать, будет следующее. В жизни все возможно. Возможно все. Деньги можно достать, для этого есть банки. Самое трудное — это по-настоящему увлечься, вкладывать все силы, все усилия в осуществление своей мечты. И важно, что превыше всего — любовь. То есть вот что вам нужно. Нужно вкладывать всю свою любовь в то, что вы делаете. Никогда об этом не забывайте.
Вот такое у меня послание. Фантастика. Больше мне нечего сказать. Спасибо за время, которое вы нам уделили. Спасибо за ваш труд, он просто невероятен. До встречи с вами я и представить себе не мог, что на свете живет человек, который делает подобные вещи. А теперь я вижу, что и действительно живет. Да, и это замечательно. Еще раз спасибо. Пожалуйста. Я надеюсь, у вас будут все новые и новые замки. Мы займемся следующим, как только я продам этот. Окей.